Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Вот так каждое утро у нас на веранде, здесь живут огурцы, и утром они переезжают в теплицу для того, чтобы днем там находиться, жить, расти. Доросли мы уже до огурцов, смотрите, что там делается, насколько это видно. Вот. И уже наконец-то теплые ночи. И вот пришло время, когда нужно их уже будет высаживать. Вот они очень красиво устроились в этом уголке. И не поливали мы как раз заранее. Не поливали. И вот заранее сейчас будем делать операцию, которая должна подготовить их к тому, чтобы высадить. Мы сейчас будем убирать лишние пасынки, листики и огурчики. Это знак Водолей, и можно в этот период провести зеленые операции. Ну, а завтра уже будет посадка. Ну, вот проведем зеленые операции сейчас перед посадкой огурцов. Вот он уже такой большой. А покажи, какой он уже огромный. Вот. Здесь и огурчики, и один пасынок очень большой такой. Уже хотят в грунт, и уже пришло такое время. Ну что ж, мы будем сейчас проводить операцию в Водолее. Смотрите, что мы делаем. Зеленые операции для огурцов перед посадкой. Обрезаем и листик, нижние листики, вот эти тоже обрезаем. Обрезаем дальше. Смотрим у нас, что у нас. Вот у нас главный побег, а это пасынок очень большой. Значит, на нем мы можем оставить только часть. А эту часть мы обрежем. А потом мы ее тоже уберем. Но здесь, смотрите, есть еще у нас... Нет, мы не оставим, потому что нужно 5 оставлять... 5 пазух отсчитываем. И 4 и 5 оставляем огурец. 1, 2. Мы убираем это. Ничего страшного. Так, 1, 2, 3. Убираем огурчик. Так, 3, 4... Тут аж 2. Ничего, не жалеем. Нам нужно сейчас будет огурец приводить в чувство. А вот этот оставляем. Здесь даже 2, видите, формируется. Здесь у нас пока держится, мы не обрезаем пасынок. И пасынок-то мы убрали, а вот усик надо обрезать. И здесь, видите, уже 2 огурчика. Дальше у нас идет, у нас тут, мы, видимо, мы вот сейчас убрали уже. Дальше. Так, это мы убираем. И сейчас у нас остается задача до верха забрать пасынки, если они у нас есть. Значит, здесь есть, вот, смотрите, видно, маленький. Можно аккуратненько его убрать просто пальцем. Дальше убираем здесь пасынок. Здесь у нас огурчик. Убираем здесь пасынок. И здесь у нас уже 2 огурчика. Пасынок пока не вижу. Ну что ж, пасынок тогда... А, нет, вот он, пасынок, видите? Хочу показать. Вот пасынок. Вот видите, мы его убираем. Легонечко. И остается огурчик. Вот огурец. Еще вот смотрите, усик тоже, он не зацепился ни за что. Его можно, даже нужно. И вот здесь у нас усик тоже. Видите, лишнее. Вот. Мы его тоже убираем. Ну вот, огурец готов к тому, чтобы его посадить наконец-то. Большая у нас ваза, видите, земляная. И вот огурец дожил. А вот это? Ой, точно. Ой, как я это упустила. Увидела только огурцы. Смотрите, какой большой, да? Мы его тоже обрезаем. Он пойдет на рассаду. Зачеренкуем его вот таким образом. Вообще-то не нравится он мне. Он сильно большой. Итак, у нас получается вот теперь огурчик весь во всей красе готов к посадке. Сейчас еще это мы забираем. Вот огурец. Наконец-то. Вот большая ваза. Мы покажем, как мы будем высаживать завтра. И все это сделаем наилучшим образом. Благоприятное время для посадки огурцов. После обрезки обработаем ранки зеленочкой.
Не боимся. Зеленка это хороший препарат медицинский для детей. А у нас это как детки. И мы сейчас все ранки обработаем. Все. Там, где усик был тоже. Чтобы закрыть для инфекции ход. Они у нас нежные, маленькие. Дети всегда бегали с зеленкой на лице. И у нас огурцы тоже с зеленкой. Вот все, что мы обрезали, мы замазали зеленкой. Итак, будем уже высаживать. Пришло время для посадки. В теплице жарко, водички хотят пить наши огурчики. Что мы делаем? В первую очередь мы польем хорошенько, основательно, чистой, теплой водой. Обязательно должна быть теплая вода. В теплице прогрелась водичка хорошенько. Температура воздуха должна соответствовать температуре воды. Итак, мы от края отмериваем 60 сантиметров, потому что мы выращиваем вот так в один стволик и потом вот таким образом вот такие спиральки выкладываем. Поэтому нам 60 сантиметров надо от края, и от стеночки сделаем, я думаю, что так, 50 много, 40 сантиметров, вот, как в прошлом году. 60 и 40 от стеночки. Как раз хорошо будет ложиться там все. Так, теперь мы будем копать яму. В первую очередь мы посыпем сейчас пол-литровую баночку. Возьмем, смотрите, у нас подготовлена рыбная мука, мясокостная мука и кормовые дрожжи 1 к 1. И мы берем пол-литровую баночку и просыпаем в этот район, где будут у нас корни. У нас земелька хорошо подготовлена с осени, с зелеными удобрениями. Все здесь было сделано как положено. Закопана соломка. Смотрите, какая она воздушная, эта земелька. Мы сейчас удобрение отправляем в почву, чтобы оно равномерно по всему кругу, чтобы корни могли развиваться в разные стороны. И туда доставать, и тоже питание доставать с разных сторон. Не под самим огурцом должны быть удобрения, а удобрения должны вот быть. Чем больше площадь, вот еще соломка осталась, но это неплохо, даже хорошая земелька. Подготовили хорошо ее. И сейчас у нас вот такая работа важная по заделыванию удобрений в землю. Я довольна землей. Мы заранее увлажнили, и сейчас мы ее не поливаем. Мы полили только само рассадное растение, то есть тот ком, который там у нас есть. Так, еще раз проверю. У нас, а то я смерила. Так, нам нужно 40 сантиметров. Так, здесь копаем. И 60. Угу. Вот тут у нас будет посадка. Я сейчас так вот сделаю. Вот. Чтобы не потеряться. Вот так вот. И копаем земельку. Видите, у нас тут большой объем, большой горшок. Этот большой горшок позволял нам выращивать рассаду более длительный период. Если бы маленьком, то они бедные уже там загнулись бы. Видите, и червячки есть. Хорошая земля. Вот, мы поливать будем сейчас только для того, чтобы вытянуть вот эти листочки. Так, это у нас что-то, корешки от чего-то, это нам не надо. Так, как будто бы все в порядке. Земля выкопана. Ну, а теперь будем пытаться это вдвоем сейчас вытягивать эти растения. Вот так вот. Смотрите, легко вытягивается из горшка. Легко устанавливается. Ну, а теперь, чтобы вытянуть эти ленты, пластиковые, вот эта пленочка, нужно обязательно еще вот так пролить по всему периметру. Вот. И снизу тоже. И вот здесь можно пролить. Так. Теплая водичка должна быть, обязательно теплая. Уже тепло. Так. И теперь
Стараемся аккуратненько. Ой. Так, не получается. Мало воды. Я держу, Рая. Держишь? Хорошо. Не так просто оказалось это дело. В прошлый раз, видите, один мы вытянули, сейчас возвращаем. И вот так его боком сейчас потянем, чтобы не повредить корневую систему. Все-таки повредили немножко. Но это не страшно. Вот смотрите, какая корневая система чуть-чуть повреждена. Мы повозвращаем. И вот этот мы пока оставляем. Вот этот держатель своеобразный. Вот так вот. Влажная земля, и здесь влаги мы налили. И мы всегда рассаду, когда высаживаем, не заливаем ее водой, потому что вода лишняя сейчас не нужна. Еще все-таки прохладные ночи. И теперь засыпаем вот этой земелькой весь вот этот участок, куда мы положили нашу рассаду. Вот, земелька теплая, ну, значит, теплица. Вот так вот. И один огурец у нас уже посажен. Так, пока у нас тут пленка еще сверху, и поэтому мы будем удерживать, еще надо будет повыше найти вот бамбук, для того, чтобы пока еще несколько дней, пока холодные будут прохладные ночи, мы еще будем пленку опускать, вот такую пленочку донизу, чтобы им ночью еще было тепло. Вот. Мы посадили огурец, первый огурец. Как мы выращиваем в один побег, мы имеем уже несколько видео на канале, устанавливали, можете посмотреть. И затем мы работаем именно одним побегом и собираем урожай, укладывая в спиральку постоянно этот побег. Раиса Гориченко, Александр Волик. Сегодня 13 мая 2023 года наконец-то посадили первый огурец, первое растение огурца. Кстати, уже и первый огурец сегодня собрали, сделали салатик с салатом, листьями салата. Обалденно пахнет и очень вкусно. Ну вот теперь огурцу остается жить, расти. Будет потеплее, через несколько дней проведем первый полив. А пока никаких поливов больше, ничего не делаем. Пусть ищет корнями влагу. Влаги здесь есть достаточно, нужно наращивать корневую систему. Всего вам самого доброго, до новых встреч на нашем канале. Ну, естественно, мы все показываем и рассказываем, что мы будем делать дальше и когда мы это делаем. А делаем сегодня 13 мая 2023 года, когда Луна находится в знаке Рыб. Хоть пусть убывающие, главное, посевы были проведены в нужное время, в хорошее время, благоприятное. Мы делали перевалку и теперь вот посадили, тоже благоприятный период. Всего доброго, до новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Гориченко «Дача, сад, город, квіти». Ось такі у нас огірки живуть на веранді. Це у нас тут будинок, і в будинку вони ночують. І ось уже, бачите, було холодно, і вони у нас ось такі. Тут різні часи посіву, здорові огірки і просяться до висадки. Але було дуже холодно. Але вже зараз у нас потепління вже. Ми знаємо, що до 20 у нас травня, це за неділю починається поступове потепління, і тому можна висаджувати огірочки. Ґрунт теплий, підготовлений в теплиці. Отож будемо висаджувати завтра. А сьогодні ми знімаємо відео в Водолії завчасно, для того, щоб провести зелені операції. Зараз покажемо, що ми будемо робити перед посадкою огірків у ґрунт теплиці. У нас дуже великий огірок, ми потім будемо показувати велику посудину. Дивіться вже скільки у нас тут на одному пагоні бокових пасинків. І ми зараз їх зрізаємо. Отак от. І на розсаду їх відправимо ще. Отак. Запуталися всі. Ось малесенький пасинок, з нього толку не буде. Обрізаємо. А інше вже будемо потім обрізати, для того, щоб у нас рослинки себе почували добре. Але дивіться, ось тут ще, зараз хочу показати,
Це можна зразу буде вибрати. Ось оце малесенький пасинок, ми його теж виломуємо. Маленькими вони дуже швидко. І ось іще один пасинок на цій рослині, теж її виломуємо. І в нас виходить ця рослина, так, ось видно, що це пасинок буде, бачите? Це огірочки, а це пасинок. І ось ми його забрали, і рослинка готова буде завтра до висадки. А тепер прийшов час ранки замастити зеленкою. Всі ранки, які ми зрізали, все це замастюється зеленкою. Вони повинні бути у нас, ми повинні закрити всі ранки. Дітки наші маленькі, як діти в зеленці ходили, так і наші огірки спочатку маленькі, поки наберуться сил, енергії. Ми усі ранки отаким чином закрили зеленкою. Так що це лікувальний препарат, він використовується і у нас на огірках. Час посадки. Земля тут тепла в теплиці, дуже тепло, водичка тепла, водичка температури, повітря у нас. У нас зараз тут в теплиці 32 градуси і температура водички вже теж майже 32. Заливаємо гарненько рослинку, він хоче вже огірочок пити водички, це дуже добре. Поки він замакає, а ми будемо робити ямочку. Вже перший огірок посаджений, це вже буде другий. Огірки один від одного ми висаджуємо на відстані 60 см. Нам необхідно буде спіралькою. Ми в одну рослинку, в один такий побіг українською, не пам'ятаю, перепрошую. Тобто один стволик, і оцей один стволик ми будемо вести весь час. У нас є відео на каналі, можете подивитися. Отож, ми собі відмітили вже, де повинен бути огірочок. Ось вони 60 см. А тепер беремо добриво. І це добриво на кожну рослину, там де буде рости, я беру півлітрову баночку цього добрива. Це що у нас? Це у нас м'ясо кісткове борошно, рибне. І тут вже в нас кормові дрожжі. І ось таким чином ми всю площу, де буде рости коріння, ми її повністю заповнюємо добривом. І це добриво ми перекопуємо. Для чого? Для того, щоб воно попало туди всередину землі, і там коріння могли коштувати ці смаколики, які їм дуже подобаються. Тут же є в нас всі елементи живлення. Вся таблиця Менделєєва. Тому ми можемо спокійненько це все прикопати там, де будуть формуватися корінці. І ось ми гарненько всю цю площу прокопаємо. І будемо далі висаджувати. У нас, до речі, бачите ґрунт який? Ми перед тим, як, до речі, знову ж таки, бачите, повторююсь, але у нас тут кожен рік вирощуються огірки, поруч помідори. І ми доказали всім, що це не... І, до речі, наші глядачі, що це можливо і ніхто нікому не робить ніяких проблем. Всі живуть в гармонії, ворогів тут немає. Але треба їм дати повітря, простір для того, щоб вони могли рости, розвиватися і навіть допомагати один одному. І ось для огірочків у нас готово вже все. Тепер залишається нам, ось я відмітку зробила 60 см, 40 см від стінки. І робимо ямку. Гарненьку ямку для великого горшка. Як бачите, земля дуже гарна. І закопали солому, те, що у нас мульчою була. Обробили триходерміном ту соломку. От, бачите, добрива видно, гарненька. І вона така гарна, пухнаста земелька. От таким чином. Ну, тепер цікава історія, коли ми цю рослинку будемо зараз витягувати. Ось беремо за ці хвости і витягуємо. Як бачите, це легко зробити, але треба допомога. Так. Тепер, дивіться, щоб його витягнути, нам необхідно створити тут отаку, щоб слизеньке було, щоб можна було легко витягнути наші плівочки.
Так, це ми забираємо. Олександр Федорович і дивиться, і тримає, і допомагає, і знімає. Ми ось сюди зараз зальємо водичку. Якраз на плівочку, там, де у нас є з'єднання між плівкою і... Так, треба сюди більше. І самим цим кореневим комом земляним. Ви бачите, корінці вже де аж. Єдине, що не можемо вам показати, але давайте я трошечки так візьму і покажу вам, все-таки покажемо корінці. Дивіться. Гарні, гарні всі. Це все от у нас вже в горшку вся коренева система тут сформована. І ось так, давайте я так покажу. Дивіться, бачите, яка гарна коренева система. Тепла земля зараз, тепла водичка. Все тут тепло, і ми її зараз будемо, цю рослинку, вже в землю вкладати, і вона повинна буде рости. Ну от зараз у нас задача повернути назад. Так, будемо витягувати. Перший пішов. Легко пішов. Так, забираємо. Тепер ще другий треба витягнути. Зараз ще трошечки водички, щоб було слизько. Ой. Так, цю рослинку прийдеться трошечки боком його, щоб не... Ця коренева система повинна бути отак. Вся тут. О. Тепер залишається. Якось було раніше, воно легко витягувалося, в цьому році не так. Ну нічого страшного, ми там іще пробуємо різні варіанти. Ті, що нам розказують наші глядачі, підписники. Так, зараз ми зробимо до кореневої системи. Ми покладемо таким чином. Давай поміняємося. Ти йди туди, з тої сторони зараз переходь. Хочу ж показати, щоб бачили наші глядачі. Так, ми це зараз ось таким чином трошечки прив'язуємо. Треба буде високі ці бамбучки. І всю цю землю з добривами ми все це відправляємо під огірочок. Як бачите, ми майже там трошечки, по-моєму, корінчик десь відірвався і все. Вона ціла, вся коренева система у нас. І ми його посадили. Просто перевалка виходить. Ось таким чином перевалили цей огірочок і його вже посадили. Тепер огірочок має можливість розростатися. В першу чергу коренева система. І бачите, вже велика коренева система, великий ком. І це дасть можливість і розвивати вже верхню частину огірка, і далі нарощувати кореневу систему. Раїса Греченко та Олександр Волік посадили другий огірок, рослину огірка. Про сорти будемо трохи пізніше говорити. Ми вам бажаємо гарної погоди, висаджуйте огірки і обов'язково продумайте про укриття, тому що погодка буде і далі шокувати нас. А в теплиці все-таки краще це робити, і краще, і швидше огірки можна їсти. До речі, ми вже перший огірок сьогодні зібрали, і цей огірочок відправили в салат з салатними листями та зеленою цибулею. На все добре, хай вам щастить у всіх справах. До нових зустрічей на нашому каналі.